Всем привет! С вами Наталья Рукодельная. Я уже говорила, что мне нравится работать с деревом, но по-настоящему я с ним не работала, поэтому инструментов у меня мало. А недавно увидела торцевой щит, и мне так понравилась эта идея, что я тут же решила попробовать. Конечно, покупать для изготовления щита инструментов 1000 на 30 я не стала, решила справляться с тем, что есть. У вас бывает такое, что увидишь новенькое и сразу хочется попробовать? У меня вот часто. И если бы я для каждого рукоделия покупала инструменты, я разорилась бы. Итак, у меня есть только лобзик да дрель. Сразу скажу, что сделать торцевой щит такими инструментами можно, но женскими руками очень сложно. Вся сложность заключается в том, чтобы ровно отпилить, и отпилить вообще, потому что склеенные торцевые бруски пилить очень сложно. Это видео не мастер-класс, потому что я делаю это первый раз, ничему особо научить не могу, просто покажу, как я делала. И понимаю, что у меня куча ошибок, и спецы наверняка ужаснутся. Но надо же начинать с чего-то и нарабатывать опыт. Сначала напилила бруски определенной длины. По отдельности пилить бруски было не очень сложно. Трудности возникали только когда на сучок натыкалась. И это, кстати, первая моя ошибка. Я не посмотрела, где сучки, и размечала, не учитывая их. Клеила клеем момент столярный. Сначала мазала кисточкой, но зря. Из-за того, что у меня не было электрорубанка или хотя бы просто рубанка, бруски были неровные. И клей надо было бы мазать более толстым слоем, чтобы они склеились. Клей оказался таким моментальным и крепким, что еле отодрала буквально через минуту, и пришлось клея еще добавлять. Потом я уже мазала сразу более толстым слоем. И теперь все это я прижала струбцинами. Теперь расскажу про то, как у меня так и не появилась рубанка. Я купила обычный рубанок за 850 рублей. Хотела сэкономить, чтобы не покупать сразу электрорубанок. А лезвие у этого рубанка оказалось такое кривое, что оно царапало только по краям. Я его поменяла, но новый мне отдали уже, когда работа была сделана, хотя и второй оказался кривой, к сожалению. Так что не покупайте такие рубанки. На следующий день я приступила к шлифованию. Так как рейсмеса у меня не было, так же как и электрорубанка, да и обычного рубанка, я взяла дрель с насадкой и крупной наждачкой шлифовала и шлифовала и шлифовала. Думала, что это будет самое сложное, но оказалось, самое сложное ждало меня впереди. Для того, чтобы отрезать ровно лобзиком, я устроила такую вот сложную конструкцию. Но из-за того, что пилить оказалось очень сложно, у меня просто не хватало женских сил. Лобзик у меня все равно уходил куда-то в бок. Пилила я долго, приходилось даже в 2 приема это делать, хотя руки у меня сильные, и обычно проблем не было ни с чем. Одна пилка даже сгорела, пришлось менять. Поэтому я отпилила меньше брусков, чем собиралась, всего 3, и то после этого распила и отлеживалась до конца дня. И теперь надо их все склеить между собой. Тут еще одна моя ошибка вылезла, даже 2. Когда я склеивала первый раз бруски, надо было кольца пустить в разные стороны, так прочнее получается щит. И второй раз тоже надо было так же сделать. Но так как бруски у меня получились разнокалиберные, после второй резки, другого варианта склейки не получилось бы все равно. Хотя мне и так нравится узор. И после того, как все опять сохло сутки, я шлифовала, и дрелью, и руками. Долго особо не стала шлифовать, хотя если бы я месяц где-то шлифовала, то, наверное, до ровного состояния довела бы. Но так как это был пробный вариант, и я собиралась его оставить себе, то решила, что у меня будет волнистый такой подносик. Долго не могла придумать, какие бы ручки к подносу приклеить или присверлить, ничего не нравилось. И потом осенило. У меня была тонкая такая рейка, я ее отшлифовала и приклеила. Получилось все удобно и симпатично. Ну, по крайней мере, мне нравится. Так как я планирую использовать этот подносик для продуктов, покрывать лаком я не буду. Перечитала много информации. Думаю, что покрою льняным маслом с пчелиным воском. Хотя клей у меня и не предназначен для продуктов, поэтому придется подкладывать под них что-то. Точное предназначение подносу я еще не придумала, но он мне очень нравится, и структура, и узор. Думаю, когда покрою маслом и воском, поднос станет еще выразительней. Может, я буду его использовать для сервировки, а может, как-то по-другому. Пока еще думаю. Всем спасибо за просмотр.